Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня будем шить вот такую вот сумку шопер. Она очень удобная, вместительная, а шить ее легко, понятно и очень быстро. Сейчас все покажу. Я взяла два прямоугольника ткани размером 42 на 35 сантиметров. У меня не хватало, и я поэтому надставила. И я и продублировала эту ткань клеевой, потому что она такая, достаточно рыхленькая, хоть и толстенькая. И что я буду делать? Я складываю вот так вот пополам, по вертикали, ровненько, краешки все соединяю. И отмеряю. Вот в этом углу нижнем квадратик 4 на 4 сантиметра. Вот так. Я даже скалю, чтобы не сдвигалось. А вот в этом углу верхнем, внутреннем, я отмеряю по горизонтали 7 сантиметров, а по вертикали 6 сантиметров. И тоже скалю, чтобы у меня это все дело не смещалось. И теперь беру ножницы и вырезаю свои квадратики. У меня получается вот такая заготовка под сумку. То же самое делаю со вторым прямоугольником ткани. Теперь беру две своих заготовки одинаковых и сшиваю боковые швы и нижний шов. Вот здесь и вот здесь. Предварительно, прежде чем сшивать, я все швы, которые буду сшивать, сколола булавочками. Прострочила и отглаживаю шовчики свои, расправляю, потому что мне нужно, чтобы они были раскрытые, расправленные. Потому что я сейчас вот так вот их буду совмещать, скалывать. И вот здесь вот строчу, делаю дно. То же самое с другой стороны. Совмещаю швы, скалываю и строчу. Прострочила и выворачиваю. Девочки, кто еще не подписался на мой канал, конечно, жмите кнопочку подписаться. Я буду очень признательна. Точно такую же заготовку для сумки я сделала подкладку. Единственное отличие это то, что я шов, который на дне, в серединке оставила отверстие для выворачивания. А так все совершенно то же самое. Те же размеры, те же действия. Я вкладываю свою лицевую часть сумки в подкладку, лицом к лицу, девочки, вкладываем. И соединяем вот эти вот шовчики боковые. Скалываем булавочкой. То же самое с другой стороны. Девочки, я сначала начала скалывать изнутри, но потом вот переколола булавки, сделала, чтобы они были снаружи. Я прямо сейчас нарисую, как мы будем строчить. На расстоянии вот примерно 1 сантиметр от края. Вот так. Но только вот до сюда. Вот эту часть, это я зря нарисовала. Вот так вот. Вот я, если честно, я такую сумку первый раз шью, но я так решила, что вот здесь сантиметр, а здесь вот, от этой линии я 2,5 сантиметра отложила. Не знаю, надеюсь, что этого достаточно. Так, и то же самое рисую с этой стороны, с другой, и потом вот по нарисованной линии строчу. Девочки, вот на этом этапе, где вот вы будете строчить, если вы запланируете какой-то клапан, то вот здесь его надо будет внутрь там вставить. Но я решила просто саму модель показать. Я не делаю ни внутренние карманы, ни внешние. То есть здесь все это возможно. Я показываю просто модель сумки, а уж улучшать ее всеми способами, которые вы знаете, можете, вы сами решаете, как вам делать. То есть это может быть из пэтчворка какие-то детали сумки, аппликациями можно украшать. Я вот так вот делаю надрез, не доходя до шва. И с этой стороны тоже так же. И вот эти вот краешки загибаю. То же самое в эту сторону у нас. И я даже скалю здесь. Также делаю с другой стороны. После того, как уголочки завернули, можно вот этот шов
вот это вот немножечко подрезать, чтобы он был потоньше, чтобы у нас не было толстого шва здесь. Я подозреваю, что так будет лучше. Дальше мы после того, как завернули, разворачиваем и строчим сверху. С одной стороны и с другой стороны. Прострочили, снимаем все булавочки и через отверстие, которое у нас в дне подкладки, выворачиваем. Здесь нам надо зашить отверстие. Идем и зашиваем его. Вот так. Прострочила, зашила отверстие и выворачиваю, вкладываю теперь подкладку в мою сумку. Немножечко, думаю, что надо прогладить. Все шовчики верхние проглаживаем, чтобы это все красиво лежало. Почти готово. Почти, но не совсем. Так, девочки, а дальше я померила вот длину своего вот этого отверстия, не длину, может быть, а ширину это называется. У меня получилось 3 сантиметра с копейками. И я вырезала полоску ткани, так как у меня все в основном обрезочки, то я вот из 2 кусочков сделала полоску. Она по длине у меня вот получается чуть-чуть больше, чем моя сумка по ширине. Чуть-чуть. Этот край вот у меня вместе, а здесь немножко выступает. Но можно делать прям совсем меньше. У меня где-то 6 сантиметров, а можно делать на парочку сантиметров. Но я хочу, чтобы у меня ручки чуть подлиннее были, поэтому я делаю чуть-чуть побольше. Не знаю, как это будет выглядеть, посмотрим. В конце концов, вы на моих ошибках учитесь, и всегда можно будет подкорректировать для себя. Эта полоска у меня шириной 12 сантиметров, и мне надо ее сделать в 4 сложения. Значит, вот я ее заглаживаю так. Загладила, складываю теперь. И тоже я также заглажу. И буду строчить, но с краев, вот с концов, я где-то сантиметров по 12-15, ну вот так вот, по 15 сантиметров. Я не буду застрачивать. Прямо булавочками отмечу, откуда и докуда я буду строчить этот край. И точно так же 15 сантиметров с этого края. Можно поменьше, может быть 10 достаточно. И теперь я вот строчу полностью, застрачиваю сначала с этой стороны, потом с этой стороны. Прострочила все. И теперь конец цепляю за булавку и продеваю все туда вовнутрь. Продела. И теперь разворачиваю и сшиваю свою эту ленту. Вот так строчу. Вот, прострочила. Можно утюгом разгладить, можно просто руками. И также сворачиваем, как у нас было. И зашиваем. Вот так вот. Делаем 2 строчки по краям. Девочки, все хорошо, но не могу без косяков. Надо было, прежде чем я эту ручки вкладывала, надо было прострочить вот здесь вот, так, чтобы эти ручки не сваливались внутрь-то. Поэтому я сейчас это буду делать, не распарывать же мне уже. Я вот их заколола так, чтобы они под строчку мне не лезли. Ну и как-то вот так вот прострочу. Посмотрите, что получилось. Когда вот так ручки затягиваешь, получаются такие прикольные сборочки. Очень симпатично. Готова сумочка. Я туда внутрь напихала пакетиков с обрезками ткани, чтобы видно было, какой объем. Я сделала кнопочку вот здесь в серединке. Застегнула сейчас на кнопочку. И пришила цветочек. Если бы я сделала клапан, то спереди можно было бы большую красную пуговицу пришить. Но вообще, конечно, декор это дело хозяйское. Как хотите, так и украшайте. Хоть вышивкой можно было бы украсить, хоть аппликацией, да как угодно. А можно сделать такую сумку из спицы. Она будет пожестче, сама ткань, и она будет такую форму держать хорошо. Нижнюю часть я бы делала из спицы, а верхнюю часть вот надо делать из более тонкой все-таки ткани, чтобы вот эти вот сборочки смотрелись помягче. Что еще? Ну вот ручки я сделала чуть длиннее, но на плечо она еле-еле налезает, поэтому это можно ручки сделать просто вот по ширине сумки, ленту эту отрезать.
Ну и в этом случае, если делать ручки покороче, то и вот это вот расстояние можно делать поменьше. То есть я отмеряла 7 сантиметров, когда уголок вырезала, а можно и 6, и 5. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.